Ищете новые впечатления и готовы отправиться в захватывающее путешествие по странам Латинской Америки? Я лично посетил эти страны, побывал в самых известных и малоизвестных местах, включая те, куда не каждый решится отправиться. Гулял под ним и днем, и ночью. Теперь готов приложить только уникальные туры, которые подарят вам незабываемые эмоции и откроют скрытые уголки Латинской Америки. Наши услуги включают авторские индивидуальные туры, экстремальные туры по неизведанным местам, медицинские туры для реабилитации, премиум путешествия на высшем уровне и туры недвижимости по Латинской Америке. Почему стоит обратиться именно к нам? Первое. Наши профессиональные гиды, владеющие несколькими языками и обладающие глубокими знаниями о местных достопримечательностях, сделают ваше путешествие незабываемым. Живя в этих странах, они знают их лучше, чем местные жители. 2. Мы обеспечиваем трансфер из аэропорта и встречу на личном автомобиле для вашего комфорта. 3. Мы предоставляем экстренную медицинскую помощь по всему региону. 4. Организуем путешествие под ключ. Берем на себя все организационные моменты, бронирование отелей, транспорта, экскурсий, страховки и других дополнительных услуг. 5. Предлагаем уникальные скидки и тарифы на отели, которые недоступны обычным туристам. По желанию организуем частный вертолет или катер для роскошного отдыха на Карибском побережье. Пусть ваше путешествие станет незабываемым. Откройте новые грани мира с нами. Всем привет, это Сальвадор, и мы встретились с Рафаэлем. Сегодня он расскажет, чем он здесь занимается. Поехали! Рафаэль, расскажи, пожалуйста, откуда у тебя русский язык появился? Когда я приехал в Россию, может быть, 5 год назад, я получил стипендию в Российской Федерации, и там я изучал русский язык 1 год. То есть ты бесплатно обучался? Я бесплатно учился. А тяжело было стипендию получить? Да, за учебу. Я не заплатил ничего за учебу, только я заплатил лишние вещи, еда. Проживание тоже? Проживание, да. А не все, да, стипендии получают у вас? Не все. Это зависит, сколько оценки ты получаешь на колледж, на школу. Какие у тебя оценки здесь, да? Хорошие оценки, когда я учился на школе, поэтому я поступил на российскую стипендию и получил. Окей. А поступил ты в какой университет? Московский авиационный институт. И ты его закончил? Да, я закончил все. И по специальности ты кто сейчас? Я думаю сейчас о обучении. Может быть, есть возможности, чтобы поехать в Канаду, но потом. А образование тебе какое дали в Москве? Какое специальность? Это ракетные летательные аппараты. То есть ты инженер? Да, я инженер. Ты работал по своей специальности? Сейчас пока нет. 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 То есть, как считаешь, образование тебе это пригодилось, нужно оно тебе или нет? Нужно. Нужно? Нужно. То есть, это специализация высокооплачиваемая вообще? Может быть, но есть возможности, что вы получили еще стипендию, но в Канаду. А, ты еще хочешь в Канаде обучиться? Да. Бесплатно? Бесплатно, да. Можно. У меня есть возможности. Там, но, может быть, после 1 года я поеду. Но даже проживать в чужой стране, кушать, жить, это же нужны деньги. Ты работаешь в это время или нет? Да, я работаю тоже. А кем ты, где работаешь? С компанией, которые они, как это, объяснит на принципиальной школе мальчик, как это самолет работает. А я объясню, как урок. Ты как кто у них? Это компания, которая здесь в Сальвадоре есть. Они работают в аэропорту, они преподавают, как самолет работает. Я объясню все, каждая часть на самолет. То есть ты объясняешь каждую запчасть самолета? Да. Хорошо платят?
Да, хорошо платят. Да. А ты у них будешь также работать, если будешь учиться в Канаде? Да, потому что я могу работать это на дистанционно. Круто. Скажи, пожалуйста, как тебе вообще русская культура во время того, когда ты обучался? Честно говоря, когда я приехал первый раз в Москву, я не знал ничего о русском языке, вообще на Руси, но на принципиальная часть они были тихие, они не говорят с иностранцем, когда у меня был первый друг, русский друг, он очень тихий, но в течение времени, которое мы встретились, были очень круто. Это отношения с другом, потому что они очень-очень хорошие люди, потому что они помогают друг с другом, когда у меня были проблемы. Либо я путешествовал в много городов о Руси, и там есть разные культуры на каждую городу. Ты один путешествовал? Да, но с другом, с другом. И только один раз я путешествовал отдельно, но это на Петербург, были круто, люди там, еда, все были круто. Но моя сердце моя сердце остались в Москве, потому что там я изучал многие вещи. Но точно не только об обучении, точно для моей жизни. Как тебе вообще русская кухня? Русская кухня. Первый раз для меня были очень редко смотреть еда на столовые, потому что в университете есть много. И рядом, где я жил, но в русские люди есть много хорошие и вкусные еда, которые мне очень понравились. Здесь такого нету. Здесь есть тоже, но я не знаю, как сказать, потому что в Руси есть многие вещи, которые у нас есть, которые мне очень понравились, а я особенно люблю попробовать новые еды. Вы рассматриваете возможность переезда в страны Латинской Америки и не знаете, какую из них выбрать? Наш канал создан специально для вас. Мы предлагаем актуальную информацию о переездах и жизни за границей, а также полезные советы от русскоговорящих жителей разных стран. Подписавшись на наш канал, вы всегда будете в курсе последних новостей и сможете получить ответы на все интересующие вопросы. Пожалуйста, оставляйте ваши вопросы в комментариях. Мы с радостью ответим на них или зададим их нашему следующему гостю. Ваши комментарии помогут нам улучшить наш контент, сделав его еще более полезным и интересным. Мы очень ценим вашу поддержку, будь то распространение наших видео среди друзей или донаты. Ваша помощь позволяет нам продолжать путешествовать и делиться актуальной информацией о жизни за границей. Узнать больше о том, как поддержать наш проект, вы можете по ссылкам в описании. Спасибо, что остаетесь с нами. А что тебе именно понравилось из еды? Эта еда, как называется, борщ. Борщ. Я люблю попробовать борщ. Рис. Это по-курице, там называется плов, думаю. Плов? Плов. Но очень вкусно. А у вас не умеют готовить плов? Тут же тоже рис едят. Здесь нет, как в России нет. Поэтому я очень люблю там есть плов. И как называется вот эти сладкие, это сладкие еда, которые мне очень понравились. Есть многие. Но я уже забыл, как называется, потому что... А крошку ел? По крошку ел. Блины Блины? очень вкусные, да, как обычно. Я уже забыл вот эти еды. Но я сам знаю, как вот это сделать дома, потому что я научился, как сделать вот это, как готовить. Но я забыл это имя. Здесь у нас есть другие имя, по-испански не знаю, если я могу сказать. Вот это называется квакер, но я уже забыл, как называется, как это имя не по-русски. Торт, что ли? Торт тоже. Торт медовик? Торт медовик, да.
Конечно. Вот эти очень вкусные. Точно. А вот во время обучения твоего в Санкт-Петербурге, правильно? Ты в Я Москве. в Москве. В Москве, когда ты обучался, насколько тебе вообще было тяжело обучать программу российскую? Ну, это же на другом языке, тем более. Были очень трудно. Очень сложные для меня, потому что есть многие слова, технические слова, которые я не знал. Но примерно мне нужно первый час изучать обычные слова, а потом технические слова на одновременно. Но я думаю, хороший помощь, когда ты можешь познакомиться с много людей, которые говорят это родной язык, русский язык. Потому что они могут помогать тебе. Если у тебя есть вопрос, как сказать или как говорить с другими людьми, это были хорошие помощь для меня. Но я думаю, самые трудные и сложные части для меня в России это были первые полгода, а потом новые предметы, которые я никогда увидел здесь в Сальвадоре. У нас нет такой программы, как в России. Я думаю, в России есть хорошее образование, больше, чем здесь. А почему ты выбрал именно Россию? Столько стран вокруг, и все говорят на испанском, а ты вообще другой язык выбрал. Честно говоря, у меня есть две возможности. Первый час я смог быть в Италии, но я там мне должны заплатить за образование. А Россия дал мне бесплатно образование, поэтому я решил поехать в Россию. То есть только Россия тебе бесплатно дала? Только в этот момент, 5 год назад, только Россия. Да. Но, честно говоря, я сам не знал ничего, когда приехал первый раз в Россию. Я не знал, как сказать «привет». Здравствуйте, ничего о русском языке. Но у меня были хорошие возможности в России, потому что я изучал две языки одновременно. Я знаю русском языке и по-английски. Как ты считаешь, русские люди добрые? Добрый. Но, например, у меня был хороший друг на все обучение, который он помогал мне много. Но он тоже рекомендовал других друг, поэтому у меня были много друзей в России, которые были очень добры ко мне. Но вот русский менталитет и сальвадорский, они же отличаются? Чем они отличаются? Вот, потому что сальвадорские люди обычно они очень некие русские люди, потому что иногда они тихие, как друг с другом. А сальвадорские иногда у нас есть много разные, как сказать, вот эти атмосферные когда настроение. Потому что люди здесь были очень, как современно, как они не... У вас есть многие хорошие формы, как отличаться, чем нас. Потому что мы иногда не делали все хорошо, а вас должны делали почти все хорошо. Вы за границей, вдали от дома и нуждаетесь в медицинской помощи? Доверьтесь компании Росмедицина, вашему надежному партнеру в области здравоохранения. Мы специализируемся на предоставлении экстренной медицинской помощи в России и странах Латинской Америки. Наши главные приоритеты – здоровье и благополучие наших пациентов. Мы сотрудничаем с лучшими международными госпиталями и службами экстренной помощи, известным своим высоким уровнем медицинской экспертизы и современным оборудованием. Вы можете обратиться в страховую компанию и сообщить о желании получить медицинскую помощь в компании Росмедицина, согласно вашей страховой программе. При нескольких таких обращениях застрахованных ваша страховая компания заключит договор с нашей клиникой, чтобы вы могли напрямую обращаться в Росмедицина и ничего не доплачивать. Наши услуги включают экстренную госпитализацию и
и медицинскую эвакуацию, медицинский туризм, а также роды за границей с возможностью оформления второго гражданства для детей. 5 причин, почему стоит выбрать компанию Росмедицина. Первое. Лицензированная международная клиника с более чем 10-летним опытом работы. Второе. Возможность встречи и проводов пациентов в аэропорту на автомобиле скорой помощи. Третье. Предоставление медицинского самолета для транспортировки больных туристов на родину. Четвертое. Опытные травматологи-хирурги, специализирующиеся на реконструктивных операциях. Пятое. Возможность получения финансовых бонусов и компенсации расходов на лечение. Если вы нуждаетесь в экстренной медицинской помощи, доверьтесь компании Росмедицина. Медицинские специалисты сделают все, чтобы обеспечить вам максимальное спокойствие и уверенность в вашем лечении. Подробная информация в описании под этим видео. Культура сальвадорская, либо или латиноамериканская, иногда всегда, что вы приехали в одно место, они всегда опаздывают на маршрут, на место. Но люди всегда были, они прийти на время, которое мы договорились, примерно. И всегда люди сальвадорские опаздывали, либо сальвадорские у нас нет это, как вы, русские людьми, которые мы не изучали много языков. А я познакомились с много людьми русскими, которые знают русский язык, германский, испанский, английский. Я думаю, это больше, чем хорошо на сальвадорский, который мы только иногда разговаривали испанском языке, а чуть-чуть по-английски. Много у тебя друзей в России? Да, много. На другие города. Санкт-Петербург, Москва. Я забыл, это город, который находится рядом Белгород. Белгород? Да. То есть ты путешествовал в Белгород? Да. Как тебе понравился? Да, много. Люди там очень добрые. А атмосфера очень просто крутая. Мне понравилось много Белгород. Скажи, пожалуйста, Сальвадору есть чему поучиться от России или нет? Думаю, нет. Нет? Нет. Окей. Если говорить про Сальвадор, в Сальвадоре ты на сегодняшний день работаешь. Скажи, пожалуйста, как вообще развита в Сальвадоре медицина? Насколько она качественная? Если я могу оценить на скале провинция... По шкале от 1 шкале, до 10 сколько? может быть, 7 или 6. То есть 6-7 – это оценка медицины твоя в Сальвадоре. Сальвадор. А что плохо? Что не нравится? Иногда здесь нужно подождать много времени, чтобы врач сделал как тебе сам спросить, как тебе чувствуешь, объяснить, что у тебя есть. Иногда у нас нет хороших мест здесь, в Сальвадоре вообще, но я надеюсь, что ситуация будет изменена. А кто изменит ситуацию? Например, на Белоруссии у вас есть хорошая медицинская помощь на все, потому что когда был COVID, у меня получил COVID 3 раза, и там они помогали мне много. Они приехали домой, они помогали делать мне таблетки и дают мне таблетки, и я помню, что я не заплатил ничего от этого, это помощь. И я сам не русский, я иностранец, поэтому я думаю, в России есть хорошие возможности, чтобы получить хорошее здоровье там. То есть на сегодняшний день ты постоянно покупаешь страховку или ты бесплатной медициной пользуешься? Я там использовал бесплатную страховку в России. Тебя принимали? Да.
А здесь ты платную страховку. Да, здесь я плачу. То есть бесплатная медицина тебе не нравится здесь? Вообще, мне не нравится, потому что есть, но только я говорю о мне, я говорю о всех сальвадорских, которые они не могут заплатиться за ставку, либо что если они получили либо COVID, либо гриппа. Иногда у них нет сделать хороший помощь для им. И это для меня не должно быть так. Хотите узнать больше о моем движении, о том, с кем я встречаюсь или в какой стране нахожусь? Подписывайтесь и задавайте свои вопросы в нашем телеграм-канале Кажан17. И я постараюсь учесть их на следующей съемке подкаста. Буду рад видеть вас в наших каналах, ссылки на которые есть в описании. Жду ваших подписок и комментариев. В Сан-Сальвадоре самая большая тюрьма в мире, верно, нет? В Сан-Сальвадоре самая большая что? Тюрьма. Тюрьма, да. Сколько там заключенных сидят? Я не знаю, сколько. Но вообще, тема вот преступности. Скажи, пожалуйста, вот, когда президент пришел и вступил в свою должность, то какое количество преступников ему удалось посадить? Всех? Нет? Почти все. Он сделал хорошие вещи для страны, потому что у нас было много проблем, опасных проблем. И когда он приехал здесь, когда он приехал здесь, я был в России. И я увидел большая, как сказать, раньше я не был, и пошел на пешком с мои вещи, потому что почти все опасно. Они украли тебе, если они убивали тебя. И поэтому сейчас ситуация в Сальвадоре изменилась много. На этом паре, Но должны быть, они получают сделать хорошие вещи. Но это процесс, ты знаешь. Русские, если приедут в Сальвадор, смогут ли они здесь жить? Насколько здесь им комфортно будет и удобно? Они могут жить здесь, я думаю, $600 или $700 жить тихо, все нормально, потому что есть хорошие продукты, которые ты можешь купить и жить нормально, поэтому. Но если они были здесь, и я думаю, за $1000 были лучше. Они могут жить здесь очень хорошо. Но зависит место, которое они хотят жить, да, конечно. Есть многие есть в Сальвадор, Сан-Сальвадор, на столицу есть многие. Но, как сказать, другие департаменты здесь есть хорошие места, которые жить тоже. Как Санта-Ана, Сан-Мигель. Но у нас есть, в Сан-Мигель, эта погода всегда очень жарко там. Только вот это может быть для им, которые всегда получают снег, большая разница, ты знаешь, да. Но есть хорошие места здесь, чтобы жить и работать нормально. Есть возможности. Ехать на океан. Если поехать на океан, там можно, да, тоже работать? Да, точно на океан. У нас есть только Тихий океан. Это очень грустно, потому что только у нас один океан, да. И все страны в Центральной Америке есть два океана. Тихий и Атлантический. У нас есть только Тихий океан. Рассматривать с точки зрения местонахождения Сальвадора, то он находится на территории вулканов. Насколько это безопасно? У нас есть, наверное, сейчас 4 или 5 опасных вулканов на всю территорию сальвадорской. Но, наверное, может быть, уже почти 100 лет, которые
мы не получили катастрофу еще раз. Но на этот момент все хорошо. Не переживали, что по вулкану. Есть какие-то фрукты, полезные ископаемые, которые из Сальвадора экспортируют? Да, есть. Кофе, примерно. Многие фрукты. Тоже, как у нас есть компания, национальная компания, как ОБУП, для других стран. Они там продают. И многие продукты, как сказать, как лива, креветки. То есть морепродуктов много. Море продуктов много. А какие здесь вообще зарплаты средние? Большие, маленькие? Люди сколько получают? На этом работу, думаю, нормально. Не так мало, не так много. На балансе. На баланс. Если вы не получили ответов на свои вопросы, не расстраивайтесь. Оставляйте в комментариях и подписывайтесь на наш канал. Мы обсуждаем вопросы подписчиков в новых подкастах с жителями Латинской Америки. Жду ваших комментариев, дорогие подписчики.